Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, зачитаю сводку новостей, покажу на карте, где идут основные бои. Сейчас там ожесточенные сражения идут в районе Сватово, Кременной, Рубежное, Лисичанск. Здесь вот, здесь вся линия, видите, вот это, там сине-красным горят огни, там идут сейчас бои. Армия России несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Сейчас покажу на карте. Так, ну вот вся линия Бахмут, так, Авдеевка, Угледар, вся эта линия, говорю, вот, все сине-красным горит, идут бои сейчас там. Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара, Донецкой области. Об этом в эфире заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на упомянутых направлениях россияне несут огромные потери, так как Донецкая область является эпицентром войны, это точно. Там идут наиболее жестокие и кровавые бои. Противник применяет все виды артиллерии и авиации. Информация о том, что 155-я бригада морской пехоты армии РФ несет большие потери под Угледаром, это правда. Да, пытались оспорить российские СМИ, что, мол, там небольшие потери. Большие потери, вот, подтверждают. Они уже ждут офицеров-воспитателей с Тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние. Так, он отметил, что уровень потерь армии России беспрецедентный. Это ближе к Второй мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч человек за 8 лет. Это уже тогда считалось огромными потерями. А теперь за 8 месяцев войны, так, сейчас я вам покажу, вот, потеряно уже почти 80 тысяч, я говорю. Это, говорю, нереальные цифры. И вот сейчас подробнее информация, где идут бои. Украинская армия прорывается к Сватово, новые карты боев. Сейчас покажу это многострадальное Сватово. Говорю, все здесь. Здесь и мобики, здесь и чеченцы, здесь и все эти самые контрактники. В общем, все вокруг Сватова сейчас. Это такой центр важный. И туда и ВСУ бросила все силы, и все мобилизованные сейчас где-то в районе, Путин сказал, где-то 80 тысяч точно собрали, тоже видно уже здесь. И вот здесь подробнее. ВСУ наступает на Луганском направлении. Украинские силы ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. При этом в Донецком направлении идут упорные бои. Вот тут карта такая, ну не очень подробная. Так, да, вот про Сватово. 7 ноября Министерство обороны России заявило, что ВСУ атаковали Нижнюю Дуванку, примерно в 15 километрах к северу от Сватова, на трассе Р-66, Сватово-Кременная. То сообщение есть, что украинские войска продвинулись в сторону Новоселовского, 14 километров северо-западу от Сватова. 7 ноября в районе Сватова там все, говорю, все бои идут. Так, его стали использовать системы залпового огня ТОС-1 по позициям ВСУ Сватова, уже российские войска. Использование такого средства военного округа свидетельствует о том, что российские войска все более дают приоритет обороне рубежа Сватово-Кременная. При этом, что российские войска в значительной степени израсходовали боеприпасы, которые больше подходили для борьбы, для ближнего боя. Так, атаки на Белогоровку. Российские источники сообщают, что силы прокси-отрядов группы Вагнеров вошли в Белогоровку, 10 километров к югу от Кременной. Сейчас покажу эту. Вот, Белогоровка здесь такая есть. Так, и вот, что туда про Белогоровку. Группа Вагнера вошла в Белогоровку и после нескольких месяцев ожесточенных боев вдоль Донецкой области. При этом украинский штаб не подтвердил такую информацию. Отметил, что 7 ноября удар ВСУ повредил подразделение чеченского батальона Ахмат. Я вчера говорил, да, много чеченцев, кадыровцев было убито в Лисичанске, примерно 10 километров восточнее Белогоровки. И, в общем, вот, идет эвакуация с Херсона еще. Там уже практически все мирные жители эвакуированы. Но за Херсон еще идут бои. Так, и вот РФ перебросила подразделение
из Чечни под Херсон, но это кадыровцы, оно уже там мародерит, сводка Генштаба. Ну, кадыровцам что делать? Конечно, мародерить, они больше ничем не могут там заниматься. Армия России разместила в Херсонской области подразделения из Чеченской Республики. Отмечается, что их разместили в Новософиевке. Оно присоединилось к грабежу местных жителей и их домов. Также сообщено, что в Энергодаре оккупанты усиливают контрразведывательные меры, собирают личные данные жителей, проверяют смартфоны, обходят дома и незаконно задерживают украинцев. Авиация за сутки нанесла 24 удара по оккупантам. В зону поражения попали 17 районов скопления сил и техники. 7 позиций противовоздушной обороны. Украинское ПВО сбило самолет Су-25, беспилотник Ланцет-3 и 4 дрона Орлан-10. Ну, в общем, идут ожесточенные бои по всей линии фронта. Чеченцев стали уже перебрасывать. Раньше кадыровцы, они в основном занимались загранотрядами, как они не бросали на переднюю линию в бой. Видно, уже и Кадыров дал приказ, чтобы они пошли в бой. Потому что все над ними смеялись, что они как войска ТикТока. Они имитируют только типа войну, а сами прячутся за спины и посылают на убой. Но в основном они, да, послали на убой жителей ДНР, ЛНР. Они как загранотряды сзади с автоматами их подталкивали, подстреливали, если они в атаку не шли, бывали и расстреливали их там в этих на месте отказников. Там уже свои тюрьмы у них есть в Донецкой, Луганской республике, такие как держат там этих заключенных, которые отказываются воевать. Ну и вот потери. 710 погибших солдат армии РФ, говорю, нереальные цифры, это вообще 15 танков подбито, 24 БМП БТРа, да, один самолет сбили, 278, беспилотников плюс 4, говорю, такие потери, это, говорю, в день 500-700, в месяц где-то умножайте, в среднем где-то 20 тысяч примерно, за 3 месяца где-то будет минимум 60 тысяч. Плюс раненых 180. В общем, Путину придется через 3 месяца новый, как сказать, этот набор опять объявлять мобилизацию, потому что 3-4 месяца у него кончатся эти ранеными, убитыми, дезертирами, у него ничего не останется опять с личного. Ну, они так партиями и будут набирать на призыв. Как бы сказать, 300 тысяч набрали, утилизируют их, через 3 месяца опять 300 тысяч, опять утилизируют. Все идет по плану, как говорил Путин. У него план расписан, да, утилизации российского населения. Особенно не жалко эти самые малочисленные народы, бурятов, там, дагестанцев, всех этих вот туда их, удмуртов всяких, в общем, все утилизировано давно. Но сейчас уже из Москвы, Санкт-Петербурга уже стали, отовсюду их там уже не считается, всех подряд туда тащат. И вот одного ликвидировали, Коляна такого, варвара, ВСУ ликвидировали Коляна Варвара, российского чемпиона по рубке шашкой, вот он, улыбающийся. Шашка оккупанту не помогла. Он шашкой хорошо воевал. ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который до приезда в Украину был чемпионом Пермского края по рубке шашкой. Его фамилия Николай Федотов. Вот он на фотографии. И вот его, видите, он такой спортивный, у него шашка. Он хотел рубить украинцев, но не получилось. Коляну Варвару шашка не помогла. Да, не помогла ему шашка. В открытых источниках удалось найти запись с упоминанием Федотова от марта, где он среди казаков, рекордсменов в муниципальном соревновании Пермского края по рубке шашкой Губахинская казарла какая-то. В общем, там он был чемпионом, рубил всех подряд. И все, его зарубили украинцы. Так что, видите, кто с мечом к нам придет на Украину, тот от меча и погибнет. Есть такая пословица сейчас у украинцев. Так что вот, и не надо ходить в Украину, рисковать своей жизнью. Там бы дальше жил себе, наслаждался. И не лез туда, в Украину, на убой.
Я говорю, те, кто попал туда на убой, там все пушечное мясо, утилизация. Раньше как-то я думал, зачем эти люди идут, зачем они там погибают. Многие принципиально идут убивать украинцев. Я так думал, может быть, по незнанию. Нет, настроены, пропаганда настроила этих людей, вот этих вот самых чемпионов, типа, украинцы, нация, фашисты, мы их всех должны уничтожить. Пропаганда Скобеева, Соловьева, Киселева в мозг им била как зомби. Они как зомби идут, понимаете, уже все, они должны, мы должны все это захватить территорию, украинцев всех уничтожить. Уже есть ролики такие там по ютубу гуляют, где вот специально даже, ну за деньги, конечно, им деньги важнее многим. Другие даже вот за Путина, за наших. Ну вот, заканчивается вот как с этим оккупантом. Так что вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.